You touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Здорово, народ! Что я все кровь, кишки, мясо, говно, моча, блевота? Я понимаю, что эти темы очень приятны, интересны и многогранны. Однако давайте ненадолго отойдем от мясной темы и поговорим о чем-то добром и светлом. Ведь в подобном сеттинге тоже есть классные игры. И объект нашего сегодняшнего обсуждения именно такой. Приключенческий боевик Beyond Good and Evil, или же, как она была известна у нас, За гранью добра и зла. Что значит была известна? Это просто перевод с английского, идиот. Игра 2003 года рождения, и рожала ее компания Ubisoft. Прикиньте, были времена, когда Ubisoft создавала что-то еще, кроме как Assassin's Creed. Действие игры происходит в 2435 году на планете рудокопов Хилия, расположенной в отдаленной части галактики, где множество рас живут в мире, согласии, сосуществуют как равные и, судя по всему, являются вегетарианцами. Потому что у главной героини, которая является человеком, родной дядя какого-то хера свинья. В буквальном смысле. Боюсь даже представить, что они едят. Либо на майские праздники у нее будет шашлык из дяди. Началась война. На Хилию напали пришельцы Думс и похищают людей для неизвестных целей. Единственный, кто защищает хилийцев, это корпус Альфа. Мы играем за молодую и довольно симпатичную девушку даже для 2003 года по имени Джейд, живущей на небольшом островке с маяком, на котором она вместе с дядей Пейджем организовала сиротский приют для детей, чьих родителей похитили Думс. Надеюсь, когда я решу завести детей, у меня такое не родится. Джейд с дядей испытывают острую нехватку денег, имеют кучу долгов за электричество, а Ховеркрафт, единственный транспорт, на котором можно покинуть остров, сломан. Но тут директору научного центра понадобился весь фотокаталог хилийской фауны, и он готов платить за каждый снимок, на котором будет зверушка. Так Джейд начинает подрабатывать фотографом. Финансовая проблема исчезает, и в целом жизнь налаживается, но вскоре на нее выходит человек из некой организации Ирис, которая считается террористической. От него главная героиня узнает, что на самом деле Ирис не террористы, а повстанцы, а военизированная организация Корпус Альфа не те, за кого себя выдают. В СМИ и на телевидении они герои, защищающие мирных граждан от пришельцев, а на самом деле подельники Думс, помогающие им похищать людей. Джейд не знает, кто врет, Ирис или Корпус Альфа, но не может оставить это просто так и вступает в ряды Ирис как тайный агент-репортер. Ее задачами будут проникновение на охраняемые объекты корпуса и делать фото-доказательства их причастности к преступлениям для публикации в газете, чтобы люди узнали правду. В игре есть две валюты: кредиты, аналог обычных денег, и жемчужины, аналог драгоценностей и валюта черного рынка. Кредиты добываются с поверженных врагов, разбития кристаллов, ящиков, которые регулярно восполняются, задания, мини-игры в баре, например, наперстки. Но основной источник дохода — фотография животных для научного центра, который я уже упоминал. За одно фото платят от 100 до 3500 кредитов. Жемчужины добываются сложнее. Их также можно получить за задания, с побежденных боссов, в охраняемых локациях, за победу в гонках, за те же мини-игры в баре, выиграв у акулы в аэрохоккей, в пещерах пиратов, которые какого-то хуя летают на полицейской машине. Они вас грабят, а вы потом за ними гонитесь, взрываете их тачку к чертям свинячим. Ой. Sorry, Пейдж. Ну и забирайте свою жемчужину. Также жемчужины можно получить за тот же фотокаталог. Когда вы отснимете всю пленку, в награду получите либо жемчужину, либо апгрейд для своего фотоаппарата. А пленка автоматически перезарядится и можно будет продолжать фоткать. Иногда жемчуг можно даже купить на рынке в пешеходном районе за кредиты. За обычные кредиты можно покупать расходники. Фу-1, предмет, который навсегда увеличивает количество хп персонажа. Еду, она здесь восстанавливает здоровье. Есть сыр Старко, он восстанавливает одно сердце, и... K-Booms полностью восстанавливает энергию. Да. K-Booms! Звучит так, будто ты сейчас съешь и взорвешься к хуям. И всякие нитро и ремонтные роботы для Ховеркрафта, которые работают так же, как и еда. Маленький робот восстанавливает один ключ, большой робот все хп. А вот за жемчужины мы покупаем более вкусные вещи. Прыжковое устройство, пушку, стабилизаторы и все такое прочее для нашей турболодки. Боевая система в этой игре очень однообразная и примитивная. На левую кнопку мыши атакуем, на правую уклоняемся. Но учитывая
Учитывая скорость атаки врагов, один удар в неделю, уклоны особо не понадобятся. Можно еще зажать ЛКМ, чтобы выдать мощную атаку, но она заряжается медленнее атаки противников 2 недели. Так что по сути это функция, которой вы воспользуетесь от силы 3 раза за игру, и то потому, что это будет заскриптовано. Но во-первых, боевая система не является гвоздем игры, а во-вторых, это игра 2003 года, так что не выебывайтесь. Основа геймплея — это решение головоломок для дебилов. Толкнуть коробку туда, тот предохранитель поставить сюда и так далее. И немало в этом нам будут помогать напарники, у которых есть способности, которых нет у нашей миледи. Скажу сразу, это незаменимые помощники. Они реально крутые напарники, без которых просто невозможно пройти игру. Самая главная их фишка в том, что они постоянно, сука, зовут на помощь. Лезь с меня! Лезь, тупое животное! Лезь! Мне нужна помощь! Даже не представляю, что бы без них делала эта хрупкая девушка. Но если честно, они не совсем юзлесные. Просто драки не их сильная черта. В основном они нужны для головоломок. Порезать кусачками решетку, чтобы пройти дальше. Помочь нам попасть туда, куда обычная дорога не пройти при помощи пердежа. Это не шутка. Наш свинорылый дядька изобрел реактивные ботинки, которые работают на пердеже. Итог трудов всей моей жизни. Мои красавчики! Реактивные ботинки! Работаю на самодельном биотопливе. Немного метана под давлением. Пара турбодвигателей в подметках. Чтобы запустить их, достаточно напрячь мышцы живота. Средство передвижения будущего. Жду твоей отмашки, Джейк. Круто! Согласен, Джейд, крутяк. Пердит старый хряк, а летаем мы. Я готов. Либо же пробивать прочные стены. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Периодически игра будет разлучать нас с Джиггернаутом и любителем летать и пукать. И будет это происходить тогда, когда от нас потребуется стелс, что логично. Маленькая компактная девушка в одиночестве будет куда более скрытна, чем в компании с амбалом, закованным в 70-килограммовую броню с ростом под 2 метра и ходячим кабаном, который вечно пердит. Дальше давай на цыпочках. Тихонько, как мыши, Джейк. A few moments later. Держись, Джейк! Я иду! Стелса будет много, но он не сложный, а гвардейцы тупые. Можно мимо них проскользнуть, а можно тихо ликвидировать, повредив дыхательный баллон и пнув под зад, чтобы душа была спокойна. Либо забить на стелс и выйти биться с ними в открытую. Правда, в отличие от монстров, гвардейцы в лобовом столкновении сильны и могут начистить витрину. Лучше потихо все делать. А в местах, где есть турель, которая шотает, как только тебя обнаружат, вообще не повоюешь. Only Stealth. Игра ощущается как добрый диснеевский мультик, который хочется посмотреть всей семьей. И графика выполнена в таком мультяшном стиле, что особо ты не прикопаешься, мол, она плохая. У нее такой стиль, что даже сейчас ты видишь не игру с плохими текстурами, а мультик. Интересная, добрая история, от которой ты 100% кайфанешь, если ты настоящий ценитель качественных игр. Также я буду проходить эту игру на стриме, так что подписывайся на канал, чтобы не пропустить эту и другие трансляции, а также новые видео. Напиши свои впечатления от игры в комментариях и поставь лайк на это видео. А если ты хочешь получить эксклюзивные бонусы от моего канала, то советую стать спонсором и оформить месячную подписку. Жми кнопку под этим видео или на главной странице канала. Ссылку на видео, где я подробнее рассказываю о спонсорстве и бонусах, ты найдешь в описании. Пока!